Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я хочу рассказать вам, как осознанно подойти к кормлению вашего питомца, будь то собака или кошка, без разницы. Хочу обратить ваше внимание, что я сделал акцент на слове «осознанно» не случайно. Правильно и осознанно – это два разных понятия. Итак, все по порядку. Кормить животных можно сухим кормом или натуральным. По этому поводу ведется очень много споров и всевозможных дискуссий. Есть люди, которые считают, что кормить животных надо только натуральным кормом, а другие люди, наоборот, считают, что кормить надо сухим кормом, так как ветеринар сказал, что только сухой корм сбалансирован по многим показателям. И что только сухой корм обеспечит здоровье животному на долгие годы. Споры между этими группами людей ведутся очень жесткие. Каждый считает, что только его позиция самая правильная. Хочу расставить здесь все точки над «и». Первое. Натуральный сбалансированный корм лучше, чем любой сухой корм или консервированный корм. Но не превзошел еще человек матушку природу. Все равно натуральный корм будет лучше. Я вообще не понимаю, как тут можно спорить. Даже если взять все компоненты натурального корма, обработать их, а потом высушить, то все равно свежий натуральный корм будет лучше. Потому что многие вещества, которые есть в натуральном корме, все равно при их обработке разрушатся и будут безвозвратно утеряны, несмотря на самые современные технологии. В сухом корме, кроме натуральных компонентов, еще содержится масса компонентов, которые не свойственны обычному рациону собак и кошек. Например, сухие корма вместо животного белка добавляют растительный белок. Сухой корм содержит много углеводов, что тоже не характерно для естественного рациона. Также в сухой корм добавляют другие синтетические вещества для балансировки рациона. Все это со временем отрицательно сказывается на здоровье животных. Это проверенная информация. Качество корма как раз и зависит от количества этих несвойственных компонентов. Чем выше качество корма, тем меньше в нем растительного белка, углеводов и прочих добавок. Второе. Ругать сухие корма я тоже не буду. Современные высококачественные сухие корма – это неотъемлемая часть нашего времени. Автомобили загрязняют воздух, рентгеновские лучи отрицательно влияют на организм. Но мы же не отказываемся ни от одного, ни от другого, хотя и понимаем их вредность. Вот так и с сухими кормами. Их выбирают люди, для которых удобство превыше всего, а животных они хотят содержать. И тут вопрос не в деньгах, а вопрос во времени. Хороший сухой корм, кстати, стоит дороже, чем хороший натуральный корм. Разные есть сухие корма, но при любых раскладках все сухие корма, как, впрочем, и все на этом свете, созданы для получения прибыли. На дешевых кормах производитель получает прибыль за счет дешевых и несвойственных организму компонентов, таких как растительный белок, растительные углеводы, а также дешевый животный белок. Дешевый животный белок – это отходы пищевого производства. Чтобы всю эту лабуду животные ели, то в такие корма добавляются вкусовые добавки. На дорогих кормах производитель получает прибыль на тех людях, которые понимают, что кормить животное надо хорошо, и у этих людей есть деньги. Как правило, один и тот же производитель может делать корма и для одной целевой аудитории, и для другой. Тут главное максимум продать. Теперь третье. Очень многие владельцы говорят, что я бы вот кормил натуральным кормом, но мне мой ветеринар посоветовал, что сухой корм будет более предпочтительным выбором, что, мол, он сбалансирован по всем показателям, и что натуралку вы так не сбалансируете. К этому надо относиться скептически. Сами понимаете, откуда ноги растут. Ветеринарные врачи часто обосновывают свои диетические рекомендации на информации, полученной прямо или косвенно из индустрии кормов для домашних животных. И преподаватели вузов, которые преподают этот предмет, и ветеринарные врачи, и те же владельцы питомников очень часто имеют денежную связь с производителями кормов. Поэтому понятно, что не всегда от них можно получить объективную информацию. Все зависит от человека, а просто так доверять никому нельзя. Поэтому при выборе типа кормления своего животного имейте в виду следующее, что натуральное кормление более правильно, чем кормление сухими кормами. И никаких споров здесь не должно быть. Но если вы по какой-то причине не можете обеспечить своему питомцу качественное натуральное кормление, то кормите качественным сухим кормом. И я в этом видео не говорю, что качественный корм хуже, чем натуралка. Я говорю, что натуральное кормление лучше, чем любой сухой корм. Звучит похоже, но это разные вещи.
В этом случае исчезает предмет спора. Если же вы не можете кормить своего питомца натуралкой и не можете позволить себе покупать качественный сухой корм, а кормите своего питомца какими-то объедками со стола или каким-то дешевым сухим кормом, то вы должны знать, к чему это приведет. Да, немедленной катастрофы вы не увидите при таком типе кормления, но со временем это обязательно скажется на здоровье вашего питомца. Я думаю, что вы получили достаточно информации, чтобы сделать осознанный выбор типа кормления вашего питомца. И надеюсь, что теперь вам понятна разница между осознанным выбором и правильным выбором. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!